А тогда, конечно, как стреляли, и сбоку дома попадали, а потом газовую самую попали. Так мы думали, что вообще тут трещало, гудело. А у нас внук меньший дочь, меньший. Так он, как начинает стрелять, только стрельнули, а он за одну секунду уже в коридоре. Вот, да. Не, это не передать. Страшно было. В наш дом попадали, в квартиру попадали. Хорошо, что ребенка не было дома. А так прямо над столом стекло пробило, и тот осколок по всему залу летал. А где вы вообще укрывались? Тут бомбоубежища были? Не, мы на площадку выходили. А, площадку из квартиры, да? Кто в подвал опускался, кто на площадку выходил. А какие-то оповещения были или нет? Как сообщали? Ну, как начали стрелять, так мы и прятались. А так какие оповещения? Никаких. Ну, то есть... А в 2014 году какие оповещения там были? Еще, ну, как бы, ничего такого, ну, не было. Почему вы не уехали? Ну, мы привыкли здесь. Как бы мой прадед здесь похоронен, дед похоронен. А сейчас стреляют? Говорят, что обстреливают. Вы слышите Ну, выстрелы? сюда уже не попадает, не стреляет, слава богу. А по окраинам это страшно. Все равно слышно. И страшно. Кто их знает, прилетит он или не прилетит. Все время на чеку. Как вообще сейчас обстоят дела вот с врачебной помощью? Плохо. Плохо. Особенно тем деткам, которые инвалиды. Даже лекарств не дают. Люди покупают за свои деньги. Первая эвакуация, апрель или март, не помню, 2015 года. Я работала с Андреем Владимировичем Пруцких, это первый министр здравоохранения ДНР, и он работал с Елизаветой Петровной. Я его встретила, я была тогда волонтером у него, попросилась помогать ему. Попросил, дал список детей, собрать их для эвакуации. Заявления, документы. Собирала на коленке заявления, не было у нас тогда ничего, ни офиса, нигде никак. И я приехала отправлять этих детей к Республиканской детской клинической больнице. Родители приехали с чемоданами туда, и приехал автобус. Минут за 40 до отправки приехала Елизавета Петровна из гостиницы, увидела меня. Сказала Андрею Владимировичу, где ты ее взял? Ну, познакомились, она взяла документы. Быстро она такая заскочила, как ветер. Красивая, маленькая, такая была подвижная. Ну, это первый раз, когда я ее увидела. Очень мощная, сильная, маленькая. Маленькая, да. Для меня была маленькая. Я ее пару раз перепутала даже с детками зимой, когда она в пуховике. Идет ребенок в капюшоне мой, я отправляю деток, потом поворачивают, и чей, почему без мамы, там Елизавета Петровна. Худенькая, маленькая, да. За время войны вывезено 350 детей. И столько же возвращено, почти столько же возвращено обратно, потому что раненые дети продолжают находиться на территории Российской Федерации и получать лечение и реабилитацию, протезирование и так далее.
в школу пора. Давайте я помогу. Давай, мы немножечко опаздываем, чуть-чуть быстрее. Покажи мне нос свой. Нос опять не дышит. Иди садись, завтракай. Одевайся, сынок. С 1 класса мы не ходим в школу, находимся на индивидуальной программе обучения, так как врачи сказали, нам нужно ограничить контакт с детьми, потому что школа, садики, это в основном приводят и сопливых детей, бывает даже с температурами, то есть с разными респираторными заболеваниями. Нам запрещен контакт с такими детьми, потому что все инфекции, все, что, то есть летает в воздухе, обитает, мы моментально хватаем все. 2 класс мы, поговорив с директором, нам директор сказала, мы не имеем права вам запретить посещать школу. Мы понимаем, что для таких детей главный этап в жизни – это адаптация в социуме. Все, пока мы ушли. Мама зонтик забыла. А то вдруг дождь пойдет. Сейчас в школу, а потом схожу, узнаю в аптеку за лекарство. За твою. Все, побежали. Звонок. Все, пока, целуй меня. Пока. Все, пока. Подскажите, пожалуйста, интересуют препараты крови? Есть что-нибудь? Биовен, Моно, Иговена, Октагам из этой серии, иммуноглобулины вообще. Только не в ампулах, а во флаконах. Ничего. Давай ты этот, Айбали. 10 дней. Сигардис, Октагам, ничего не бывает. Спасибо, до свидания. Алло, Макс, привет, ты выйдешь? Да, гулять. Ладно, пока. Больше всего мне нравится гулять на улице с друзьями. Когда мне было, лет 5-6, мне гулять нельзя было, потому что я еще, был не совсем здоров, но организм не крепит, чтобы еще там больше не заболеть, я не гулял. Я начал гулять, заводить друзей, когда я пошел в школу. Да не очень мне тяжело с болезнями справиться. Я помню, в детстве мне было тяжело, сейчас вроде уже полегче. Потому что это мама говорит, что у меня какой-то иммунодефицит, и я езжу на ЕКХЗ, и мне там делают капельницы. Мне врачи говорят то, что у меня есть время выздороветь до вот этой, как она называется, гормональной перестройки организма. Это вроде она начинается в 14 лет, то есть мне до 14 лет надо выздороветь. Вот они, наши препараты различные. Вот и Биовен еще, это китайский,
который на данный момент хранится строго в холодильнике. Нам помогает, да, организация «Справедливая помощь», как бы Татьяна Александровна просит заранее прозванивать, говорит, что вот все, нам на такой-то месяц или на такое-то число нужен препарат, ну, как бы заранее. И они стараются к этому времени предоставить нужное количество препарата. Поэтому этот препарат мы откапаем, вот сейчас в мае нам предстоит откапаться, посетить больницу на июнь и на июль. Ну, мы как бы ждем, заявочку мы подали, нам пообещали. Одним днем мы капаемся. В течение там 4-6 часов ребенок находится под капельницей. Цена его одного флакона 21-23 тысячи рублей. Лично моему ребенку на одну капельницу 4 флакона таких надо. Карточку уже и не разобрать, уже как тряпочка. Если нет помощи, то это невозможно. Ну, то есть, как бы можно, да, продать все, да, там, ну, все, что есть. Ну, а что у нас есть, да, квартира, все, машины нет, ну, то есть, как бы, ну, золото, да, ну, продаст там, ну, семья, сколько там, у кого-то есть, у кого-то нет. То есть, ну, это опять-таки, ну, на одну капельницу хватит. А дальше? А дальше, ну, как получится, как нам в больнице сказали, будете капаться, будете жить. Не будете капаться, сами понимаете. Инфекция за инфекцией, иммунитета нет, иммунитет слабый. Говорит, ну, то есть, как бы организм ослабляет и летальный исход. Все. То есть, точка. Чего нас ждет? Неизвестно. Доктора Лизы нет, и ее дело продолжается. То есть она все равно, находясь на небе, она все равно продолжает помогать. Ее дело будет жить, я думаю, еще долго, пока есть нуждающиеся в ее помощи. Ага, я поняла. Хорошо, хорошо, Рим, чтобы мы успели. Там ребенок с температурой, на день-два с химия сдвинулась. И кого-то мы еще с вами хотели срочно, а то у меня уже люди пошли. Спасибо. Сейчас, заходите, садитесь. Сейчас, секундочку. Алло. Моя задача – это подготовка документов всех полностью, гражданских и медицинских на этой территории, инструктаж полный родителей, информационная поддержка их по дороге туда и по дороге обратно, и согласование всех моментов с Министерством здравоохранения Донецкой Народной Республики. Если тяжелые дети, согласование и предоставление Министерством здравоохранения медициной катастроф транспорта специализированного для тяжелых детей. Ну, для стабильных и компенсированных деток это предоставление билетов и сопровождение информационное. Здравствуйте. Это вы белый? А вы первый раз, да? Не, вы сказали, серьезно прийти. Первый раз, чтобы жена написала. Да, документы давайте все. Сейчас жена будет писать заявление. У вас паспорт? С собой вот. Нет, только украинский. Нет, да у нас тоже есть. Российского нет. У нас очень много родителей, 70%, которые живут в каком-нибудь селе и никогда в жизни не были даже до настоящего момента или до момента болезни ребенка
Не говоря о Москве, они были даже в Донецке. Они теряются, они боятся пересекать границу, потому что им нужно проходить 2 контрольно-пропускных пункта, на которых нужно предоставлять определенные документы. Это все я им рассказываю, объясняю. Вот скажите, Татьяна Александровна, мама из ДНРовский паспорт. Да, я в курсе. Давайте его Я просто его с собой не взяла. А чего? А что мы тогда? Нам нужен, я же говорила, оба паспорта. А чего вы не взяли? Пришлете мне копию. И заполнять надо по нем, и билеты мы по нем покупаем. Есть у вас его копии? Нету. Вот этого есть. А как мы тогда А у вас где-то в телефоне фотография, что-то есть? телефон? Украинского есть. Ну просто сейчас мы возьмем украинский, я скину, потом будут покупать билеты, начнется путаница, у нас мы уже это проходили. Потом на границе у вас проблемы, в поезде проблемы, и понеслось. Понимаете? Ну как-то... А как нам быть? А далеко вам? А, вы ж в Ясиноватой. Макеевке. Ну просто... Заходите, кто там. Мы на связи, я их поддерживаю полностью, и они чувствуют себя очень спокойно. Несмотря на время суток, день, ночь, они едут, они мне отписываются, отзваниваются. По 10 раз предупреждают о том, что нужны миграционные карточки. Вот они отписываются мне с границы, пишут, что мы на КПВВ, все прошли, все хорошо. Я пишу, присылайте фотографии миграционной карточки. Они мне пишут, а нам ее не дали. И начинается все сначала. Мама, пишите все остальное, папа поехал. Давайте. Присаживайтесь. Вы кто у нас? Покинтелица. А, здравствуйте. Как тебя зовут? Ляля. Вообще Ляля ты. Вообще Ты Маша. Маша Ляля. Ляля Маша. Пойдешь ко мне на ручки? Моя ты хорошая. Моя ты рыбонька. Давайте ваши документы. А глянь, у меня какое креселко для принцесс. Видел? Тебе тетя понравилась вот так, да? Или куда ты смотришь? А, игрушечки. То есть, получается, какой график работы у вас? Круглосуточный. Без выходных и проходных, да. Ну, так оно и есть. Алло. Здравствуйте. Да, я вижу, Настя. Да, говорите, да. Сейчас, секундочку, наберу, уточню. Сейчас, ага. Хорошо, Рим. Все написали. Так, срочно. Сейчас мы пишем, дописываем. Катюш там поиграет. Соберите документы. У вас есть российский паспорт? Да. У вас есть. Вот это все, что в скобочках мы не пишем. Это в одном заявлении, второе не пишем. Я скажу там другой текстик. Так, а кто мне набирал? Рима? Оля Рустанова набирала. Так, сейчас. Лиза всегда оказывалась там, где она была нужнее всего. Вот этот отклик на крик о помощи. И в итоге сложились программы организации. Программа помощи бездомным людям, программа помощи тяжело больным и раненым детям, программа поддержки людей в тяжелой жизненной ситуации. Но дети и война – это самый страшный нонсенс, который может быть вообще на свете. И то, что Лиза мгновенно помчалась туда, я преклоняюсь перед ее решением, перед ее оперативным вот этим откликом на чужую беду. И все, что мне оставалось в 2018 году, это подхватить вот этих Лизиных детей, детей Донбасса. Пробиться. О! Нет. Нет. Да, у меня просто сборная России, поэтому себе забиваю. Так. Ай. Ладно. Ага. А вот так. Потом вот так. И вот так. Опа! Вот это было жестко. Вратарь прям до самого конца. Докинул. А они с мамой в поликлинику пошли. Вот блин. Антоха какой. В организацию «Справедливая помощь» я пришла в 2014 году. Пришла просто в качестве гостя, осталась в качестве волонтера. В 2017 году меня пригласили руководить проектом «Дом милосердия».
И с тех пор я в команде. В 2014 году, когда начался конфликт на юго-востоке Украины, я была свидетелем той помощи, которую оказывала Елизавета Петровна на Донбассе. Я видела, как она вывозит вагонами тогда раненых детей. И, конечно, я не могла остаться в стороне. Так получилось, что в 2014 году я ждала рождения своей дочери, и, будучи глубоко беременной, я наблюдала все эти ужасы, которые происходили. Мне было очень больно, мне было очень страшно за этим наблюдать, и я понимала, что я сделаю все возможное, чтобы помогать этим детям. Алло, Елена, здравствуйте. Это Рима, справедливая помощь доктора Лизы. У вас там все нормально? Анализы сдаете, собираетесь к нам? Да, сегодня вам будем брать билеты. Да, все так же. Все в таком же режиме. Угу. Инструкция есть у вас, все замечательно. Угу. Все начинается с приема заявления там, на территории Луганска и Донецка. Дальше семья, попадая под нашу опеку, может быть уверена, что ей не придется тратиться на вывоз ребенка. То есть мы на себя берем транспортные расходы. Мы берем на себя бесплатное размещение в нашем Доме милосердия семей, которые нуждаются в амбулаторном лечении или находятся на стадии обследований. А мы этих семей обеспечиваем продуктами питания и всем необходимым для жизнедеятельности. Мы берем на себя транспортные расходы по Москве. Мы оплачиваем им проезд до медицинских учреждений. При необходимости мы оплачиваем лечение, обследование, закупаем все лекарственные препараты. Это действительно комплексный подход. Диски уже пересмотрели, да? Угу. Угу. Понятно. Хорошо. Саш, тогда скажите Юле, чтобы она подошла вниз за альбомом. Угу. Спасибо. Все, давайте. Пересмотр стекол платный, то, что они повезли. Он сейчас возьмет чек в этой регистратуре, поймет сумму, нам нужно будет написать гарантийное письмо. Меня пригласили в новогодние каникулы к ребятам в гости поприсутствовать и поучаствовать в праздниках для детей, помочь с организацией. Придя в Дом милосердия к ребятам, познакомившись с ними, конечно же, я не могла остаться равнодушной. Приходила все праздники не один раз, несколько дней, даже подряд. Мы прекрасно проводили время, а потом я познакомилась с коллективом. Дом милосердия — это то место, куда всегда хочется вернуться. Все, кто приходит в дом, кто знакомится с Домом милосердия в целом, с жильцами, с детьми, с сотрудниками, которые там находятся, они все отмечают одно, самое важное, что это одна большая семья, это действительно дом. Достань, пожалуйста. Достань, пожалуйста. Нет. Куда по очереди? Полина сюда, Полина у нас слишком быстрая, хитрая. Ладно. Полина проиграла. Гони. Давай, все нам. Ты проиграла, давай. Одновременно в работе, не считая благополучателей, которые находятся в Доме милосердия, а их 17 семей, плюс как минимум 15-20 еще находятся по больницам, не только Москвы, но и Санкт-Петербурга. А дистанционно решать какие-то вопросы очень тяжело на самом деле. Помимо всего этого, в работе по распределению детей между медицинскими учреждениями, между сдачей и получением результатов анализов, между получением направлений, между получением выписок, находится как минимум от 20 до 40 человек. Одновременно по факту 5 человек, нас 5, да, при том, что 2 из них находятся за территорией Российской Федерации, в работе больше 100 детей. Одновременно. И количество работы и количество сотрудников несоизмеримо абсолютно на самом деле. И я с огромным трепетом и огромным уважением отношусь к своим коллегам. Ну, между собой мы говорим, к девочкам. Вот, потому что девочки выкладываются на 100-500. Именно в работе в некоммерческом секторе основополагающим является личное желание каждого выполнять эту работу, применять свои умения и навыки именно для благого дела, а не для
обычной трудовой деятельности, которая позволяет заработать деньги и реализовать себя как профессионал. Здесь ты можешь реализовать себя и как профессионал с точки зрения функционала, и, наверное, реализовать себя как человек. О, Юля пришла. Я просто видела там плейлисты, у меня есть парочка идей, что нарисовать. Что тебе еще нужно? Гуашь, кисточки? Ну, по сути, все. Слушай, гуашь пока не нашла, поищу. Но нашла тебе акварель и кисточки с микроливашкой. Давай. Слушай, Даша, Что что еще? там по таблеткам? Таблетки под заказ. Ну, Ждем. говорил во вторник, да? Да, пока ждем. Я пока еще не получила ответ из аптеки. Ты донесешь? Точно? Ну давай. Ждем твоих художеств. Алло, Саш, слышите меня, да? Мы уже месяц потеряли, получается. У нее уже ногу раздуло, как колодку. Она уже еле ходит. Ну, Саш, он не потерян этот месяц. Просто раньше ее взять не могли, потому что обследование шло. Это мы понимаем. Саша, просите встречи с заведующим отделением химиотерапии, чтобы обсудить дальнейшее лечение Юли, что это невозможно сделать в Луганске. Я сейчас тоже буду писать руководство института. Хорошо. Хорошо, Саш, действуйте, я подключу сейчас. Ладно? Хорошо, хорошо. Давайте. Угу. Давайте. Волковы. Им прислали результаты заключения консилиума, что у них расписана химиотерапия, которую им нужно пройти по месту жительства, и потом сделать компьютерную томографию и с этим приехать. Ты понимаешь, это приговор, этого нельзя допустить. Спасибо большое. Да, хорошо. Я сейчас Киргизову напишу. Я понимаю, что это детство, но мне хоть через кого-то надо давить на этих друзей. Я знаю, что там лимфостаз. Я знаю, что всю ногу раздуло. А что еще? Ну, подойди. Ну, что? Блин. Ты ее осматривала, да? Она вчера со мной разговаривала, она ко мне приходит просто разговаривать. Я поняла. Ей очень тяжело. И очень больно, и она боится кому-либо об этом даже сказать. Мама не знает. Ну, я понимаю. Так она и папе боится сказать, конечно. Как она папе-то об этом скажет? Господи, сейчас я напишу. Сейчас, ребята, извините, 1 минута, ладно? Пожалуйста, но это важно. Я телефон и очки назад уберу. Вот там у меня все будет лежать. Все. Сеть ты имеешь в виду на стуле, она тебя смущает? Ну, чуть-чуть на фон. Но мне прям очень нравится, как у нее глаза. Можно так сдвинуть чуть-чуть. Здесь, более драматично, а тут прям красиво подсвечено. Давайте не драматично. У нас и так тема драматичная. Не, у нас все нормально. О, ты уже что-то нарисовала? Я бы еще птиц нарисовала, но я боюсь все запортачить. Найду, обещаю, что найду гуашь. Я надеюсь, потому что если бы была гуашь, это было бы все гораздо насыщеннее и четче. Папа уже объявился? Пока нет, но он поехал, он должен был сдать стекла. Да, он сдал стекла, сказали не раньше, чем через 2 дня. Придут что-то как-то, да. Но я не знаю, есть ли у нас эти 2 дня, потому что самочувствие у меня, если честно, отвратительное. Они в любом случае придут, я жду счет на твои лекарства сегодня. Постараемся сегодня оплатить, чтобы, может быть, сегодня даже забрать. Поэтому, если придет счет, то я попрошу, чтобы папа заехал вначале за лекарствами, а потом сюда. Я вчера до скольки? Часов до 7, до 8 не спала. Потом спала часов до 12, и все. И с 12 часов я... Ну, с точки зрения лекарств, я постараюсь сделать все, что от меня зависит. Помимо лекарств, чем тебе еще нужно помочь?
Ну, гуашь найду, только чуть-чуть попозже. Можно? Хорошо. Являясь социально значимой организацией, мы вправе в партнерстве с государством решать общие значимые задачи. По моему глубочайшему убеждению, помощь тяжело больным и раненым детям Донбасса – это не просто добрые дела благотворительной организации «Справедливая помощь» доктора Лизы. Это задача государственной важности. Это рука помощи, протянутая нашим братьям. Это необходимость показать человеческое лицо Российской Федерации всему миру, потому что эти дети, как получилось, никому, кроме нас, нашей страны, в лице нашей организации, и не нужны особо. Там, на Донбассе, да, конечно, это их родные дети, но медицина, когда она оказывается в ситуации военного времени, она не может развиваться по рельсам гражданского высокотехнологичного здравоохранения. Там другие цели и задачи решаются. Там многое подорвано, многое разрушено, многое разрознено в медицине. А то, что сохранилось, имеет другие задачи. Там есть медицина, она работает, но это не вопрос высоких технологий и гражданских болезней. Сегодня лечение тяжелых пороков сердца, тяжелых онкологических случаев, случаев, связанных с трансплантацией органов, случаев, связанных с аномалиями развития. Вот это все вне компетенции того здравоохранения. Я уверена, что придет время, и все будет иначе, но вот сегодня это так. Почему надо ездить? Ну, во-первых, лучше один раз увидеть, чем 7 раз услышать, как говорится, и оценить обстановку на месте, тем более для меня, как для врача, я, когда прихожу в клинике, я же вижу многое, о чем даже не рассказывают. Вот увидеть все своими глазами, понять реальные нужды, реальные возможности, реальные успехи и реальные проблемы. Отфильтровать те запросы о помощи, которые поступают к нам в огромном количестве. К нам поступают письма от Министерств здравоохранения Донецкой и Луганской республики с перечнем тех нужд, которые нас просят закрыть. К нам поступают прямые обращения от детских медицинских учреждений ДНР и ЛНР, тоже с перечнем нужд, которые просят закрыть. К нам поступают письма от родителей тяжело больных и раненых детей, которые просят оказать помощь в лечении их ребенка. К нам обращения поступают от врачей детских клиник с просьбой помочь в обучении, в повышении квалификации, в приобретении современного оборудования для их отделений. И поток этих запросов о помощи, он колоссальный. У нас благотворительная организация, всего лишь благотворительная организация. Но организация с таким именем и такой репутацией, что к нам обращаются за помощью, реально ожидая ее. И обмануть ожидания тех, кто нуждается в помощи, по-настоящему нуждается, нельзя, невозможно. Поэтому мы изучаем на месте самые горячие, самые больные, самые насущные потребности. Я
А я верила. Зачем вы? Ура, ура. Мы знали, что все получится. Знали. Вот теперь можно обниматься. Давайте. Вы как-то... Ой, Лиля, вы столько пережили. Это была, как все считают, случайность, но я считаю, что это не случайность. Я обратилась за помощью для деток, луганских деток просто. Еще, знала по телевизору об организации, по информации, по интернету я узнала. Лично не контактировала, написала письмо, просто письмо, обратилась за помощью. И сразу мне ответили. Ответили, сказали, что мы как раз будем посещать Луганск, хотели бы встретиться. Ольга Юрьевна сразу говорит, мы приняли решение, хотим тебе предложить быть нашим представителем. Честно говоря, я опешила, честно. Не ожидала, и я считаю, что это большая честь для меня. В том плане, что мы не всегда можем здесь, у нас, наверное, нет такого рычага, чтобы надо помочь детям. У нас появилась такая, не то что ниточка, у нас появился такой луч солнца, который просто дает жизнь. Видите? Многих мам я просто понимаю из-за того, что я сама мама особого ребенка. Ну что вы такие все грустные? Все хорошо. А где Миша? А, Мишу увидела. Молодцы, с цветами. Подготовились. Здравствуйте. Лилечка там уже ждет? Ага, да. Пойдем. Вот считайте, Лен, Наташ, что-нибудь посчитайте. Что посчитать? Сейчас посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Еще там. 23, 24, 25, 26, 27. Работа у нас осуществляется таким образом, что детки, которые у нас нет ложной экстренная помощь, мы узнаем от них, об этих детках от Министерства здравоохранения ЛНР. Присылается протокол ТМК, обращаются потом мамочки с этими детками, пишут заявление. Я сообщаю об этом, что у нас есть ребенок такой-то, такой-то нужна помощь, то ли приобретение жизненно важных препаратов лекарственных, которых в республике, к сожалению, нет. И они, самое что прискорбно, они не предоставляются по государственным программам, они не входят в список предоставленных этих услуг. И также помощь, которая не производится здесь, не могут помочь нашим деткам на территории Луганской Народной Республики в том плане, что нет оперативного лечения кардиохирургии, онкологического отделения, вообще детского нет. У нас на базе онкогематологии лежат детки, которые с различными новообразованиями. И в этом году мы отправили более 15 деток. Это очень радует нас, потому что в прошлом году всего 3 мы отправили. И детки сейчас получают лекарственные препараты на постоянной основе без задержек. Это то, что важно очень. Потому что детки по онкологии получают химиотерапию, которую нельзя прерывать. Я считаю, что у нас нет паллиативной помощи. И паллиативных деток не хотят брать. Честно говоря, в том, что не видят перспектив, наверное, развития или исхода этого всего. Но для них это, наверное, необходимо. Ни одна мама не хочет поверить в том, что ребенок ее умрет. Но вера в жизнь – это же самое главное, и оно двигает и делает чудеса. Потому что если просто сдаться, то понятно, что из этого ничего не будет. Сколько вам уже? 3,5. 3,5 годика. Сразу с рождения были проблемы? И все излечение, которое здесь у нас есть, это только декатин и все. Но он нам вообще не помогает. Вот тонус мало идет, гипертонус. Почки сжимает, да. То есть тут для подбора правильной паллиативной терапии надо. Оль, это
Для Елизаветинского история они подберут полную схему ухода. Чтобы научить вас и откашливаться, научить вас и дыхательные проблемы снимать. Конечно, она же аспирирует периодически и мокроту, и то, что в носике образуется. Хорошо. Я думаю, что мы попробуем в ближайшее время организовать вам помощь, в которой вы действительно нуждаетесь. Уход, да? Нам нужен аппарат для санации. Я боюсь, что нам будет сложно организовать медицинский паспорт. Туда протокол не требуется. Я понимаю. Здесь для своей документации. ЦНК защиты. А им, может быть, не нужна защита. Они прекрасно доедут обычным транспортом. Первый день рождения годик отметили в Москве, в больнице. Второй день рождения, в Луганске уже в неврологии. Третий в инфекционном отделении, тоже в Луганске. Но все день рождения вот это чтоб в больницах. Да и так, получается, малышка, можно сказать, всю жизнь в больнице. То есть сейчас 3,5 годика. 3,5 годика. А у нас уже, если я не ошибаюсь, 12 реанимаций. То есть самое тяжелое было. Для меня это и самый счастливый день в моей жизни. И грустный. Она родилась вообще мертвая, ни один орган сам не работал. И потом в коме мы еще были 3 месяца. И вот это как меня трусило в этой... я по больницам никогда в жизни не ездил. Я последний раз болел, когда в школе учился. То есть для меня больницы эти. А тут приходишь, а малышка в реанимации, вот это как бы закрыто, подключена, все аппараты. Для меня это вообще было... заведующий на уступки пошел, каждый раз меня пускал туда. На 1 минутку, но пускал. Жена таки не ездила. Если я, скажем так, говорил, поехали, тогда да. А так сама. Я перед работой вставал. На работу мне к 8, в 5 утра вставал, умывался, собирался к малышке в реанимацию, на работу. После работы в реанимацию. Мне уже говорят, а что вы ездите, позвоните, мы вам все будем рассказывать. А я хочу увидеть ребенка. Вы же мне по телефону не покажете ребеночка. Вот, за ручку вот так я ее не возьму. То есть мне вообще говорили, у вас очень тяжелая кома. Мне сразу говорили с первого дня рождения, что готовьтесь к самому худшему. То есть шансов нет, вообще нет. Кома тяжеленная, не выйдет. Ну а когда потихонечку... она боец, что сказать. Одним словом, я смотрю... У меня бывает такое в жизни. Проблемы наваливают. Оно все равно там где-то что-то чуть-чуть, там что-то чуть-чуть. И кажется, что вот они, руки уже опускаются. А потом вот так подхожу, смотрю вот на малышку, вот она спит. И понимаю в свои 3,5 годика, через что она прошла. И как бы понимаю. А по сути у меня нет никаких проблем.
Катюши мамы нету. Воспитываю я, как бы, я и мама, и папа. Два в одном лице. Она ушла, когда малышке было 3,5 месяца. Я ухожу. Я сначала не понял, в смысле, куда ухожу? В магазин за хлебом? Или ну как, куда? То есть нет, полностью все, ухожу, буду у мамы жить. Я изначально сразу сказал, что, говорю, ну если ты собралась уходить, уходи, ребенка я не отдам. То есть для меня ребенок это, да, это все, абсолютно все. Она как бы сказала, я абсолютно не претендую, мне больной ребенок не нужен. Что хочешь, что делай. Нас развели, лишили ее родительских прав. И прошло какое-то время, мне позвонили с почты с нашей, вам перевод пришел. Но я пошел на почту, прихожу туда, а там как бы 300 рублей пришло. Я ж когда отписывался за получение, отправителя я ж вижу. Смотрю, а это как бы бывшая жена прислала, я в смысле. И она как раз в этот же вечер, даже не вечер, день еще был, опять же вышла на связь, что раз ты подал в суд, лишил меня родительских прав, и развелись мы, если ты хочешь по закону, то будет по закону. Я тебе буду платить 25%, то есть 300 рублей. Алименты. Я ей сказал, ты знаешь, нам от тебя никакие деньги, нам, по сути, вообще от тебя ничего не надо. Просто, ну, на данный момент, я скажу честно, для меня этого человека не существует. Ну, вот, просто нету его. Так как малышка неизлечима, то хотя бы, чтобы менее мучительнее это проходило. То есть, а будет с малышкой все нормально, ну, даст Бог, и потом у нас наладится как-то. То, что все эти, ну, скажем, откровенно, финансы, это приходящее, уходящее всегда было. Да, это необходимость в нашей жизни, потому что без них никуда. В аптеку за фантики ничего не продадут. На рынке купить покушать тоже нет. Памперсы за листики с дерева тоже не купишь. Да, это необходимость. Ну, то такое. Будет здоровье, будет все остальное. Дети — это наше все. Оно так есть. Да, у меня, допустим, ребенок не смеется, не разговаривает. Она не может ни повернуться, ни сидеть, ни кушать, ни пить. Она ничего не может. Но у нее есть такая маленькая ухмылочка. Ну, вот настроение хорошее или... Это то, что я безумно хочу увидеть и услышать. И я понимаю, что это невозможно, но тем не менее это хочется. А громкий звонкий смех и просто крики «Догоняй, папа!». Блин, это все. Все, я сейчас потеку. Это то, что хотелось бы услышать. До сих пор окраины Донбасса и Донецкую сторону, и Луганскую продолжают обстреливать. Мы были в этих серых зонах, мы видели эти повреждения, мы регулярно видим эти сводки с фронта. Да, по столицам сегодня прямой наводкой, слава богу, не стреляют, но республики обстреливают. Поэтому минно-взрывные травмы закономерно появляются там, где есть и обстрелы, там, где падают не разорвавшиеся снаряды, там, где дети могут легко найти какой-то снаряд, лежащий на улице. Дети живут в военное время. Они прекрасно знают, что это такое. Они знают, как называются все бомбы, гранаты. Почему они продолжают их брать и страдать? Ну, во-первых, потому что они дети, им все интересно. И они, например, вот у нас был случай, когда 5 ребятишек в Луганской области
увидели лежащую гранату, кто-то из мальчишек сказал, ну они же все знатоки, ой, это учебная, я знаю, она не настоящая, давайте посмотрим. Ну и все 5 пострадали. Вот классический пример. А потом есть же ситуации, когда никто и не видит этих взрывных устройств. Это растяжки, например. Вот пошли папа с сыном рыбачить, попали на такую растяжку, и у мальчика вырвало коленный сустав. Понимаете? Таких прецедентов много. Они очень драматичны. Это искалеченные жизни. Мы гуляли с соседями и двоюродным братом. И кто-то из нас нашел гранату. И вышел старший брат соседей, и он дернул за кольцо. Граната взорвалась. И все побежали к нам в дом, потому что это было близко возле нашего дома. Ну, у старшей дочери у нее незначительные мягких тканей ноги. Ну, Настасии, конечно, немножко меньше повезло. Попал осколочек в глаз. Если вот так вот шевелить, то я могу ее видеть. Если она не шевелится, то ее плохо видно. Честно говоря, я подумать обо всем даже не успела. Просто когда это случилось, это был шок. И тут сразу появилась Ольга Юрьевна, вот крестная фея. И как бы дальше все поладилось. Поэтому мы даже как-то и об этом не успела задуматься, куда обращаться, что делать. Просто пока вот так вот все случилось. И вот пришло решение. Я знаешь, какую тебя помню? Такую вот маленькую, такую перепуганную, такую тихую-тихую. Совсем. Нет, потом-то у нас была бойкая. Ты помнишь, как мы с тобой ходили, платья тебе разные примеряли? Помнишь? Хорош. Наш ребенок. Ну, теперь у нас проведены уже операции по удалению осколка и как бы восстановительные. Теперь у нас просто консультации, контроль, реабилитация. Ну и ждем, что немножко еще должен восстановиться организм и немножко наладиться, будет получше. Основная наша задача заключается в том, чтобы Донецкий и Луганский могли оказывать медицинскую помощь детям на местах. Мы хотим меньше детей вывозить на территорию Российской Федерации, потому что очень много времени, очень ценного времени теряется на согласование транспортировок, перевозок. Проще оказать помощь здесь и сейчас. И именно для этого мы обучаем медицинских работников и обеспечиваем оборудованием, расходными материалами медицинские учреждения Донбасса. К сожалению, мы не в состоянии решить все проблемы. Конечно, мы и дальше готовы обеспечивать необходимым оборудованием, обучать специалистов. Но вот что касается таких глобальных вопросов, как развитие трансплантологии на Донбассе, конечно, мы можем внести свою лепту, но глобально решить эту проблему мы не в состоянии. Сегодня практически все врачи, которые работают на территории Донецкой и Луганской республики, они уже имеют российские медицинские дипломы. То есть их медицина, она у нас признана, и при желании такой врач может собрать чемоданы, приехать на территорию Российской Федерации, где не стреляют, где больше платят, и где есть кадровый голод, и спокойно работать на территории России. Но они остаются там, где их дом, в Луганской и Донецкой республике, там, где не хватает лекарств, там, где устаревшее оборудование, там, где несчастному аппарату для холтеровской ЭКГ мониторинга, который мы подарили Луганской детской больнице, радовались, я не знаю, просто как дети елки на Новый год. Там, где очень тяжело, остаются сегодня работать вот эти врачи и медицинские сестры. И я им кланяюсь до земли,
за то, что они на это подписались при маленькой заработной плате, при огромной перегрузке, при очень некомфортных условиях работы. Они работают, и они лечат своих пациентов. Так, а курточку тоже с ней можно положить или мне забрать? Так, курточку примеряйте. Так, Лилечка, поедем учиться. Ты не волнуйся, у нас все хорошо, деток очень много, познакомишься там со всеми. Так что не волнуйся. Дети, конечно, мы же в детское отделение едем. Есть Wi-Fi, все есть, игровая комната. Подожди. Я положу. Давайте вот сюда вот можно положить. Так, чтобы не на ногу. Не на ногу. Костыль здесь сбоку положить. Так, костыль я понесу. Курточку ложишь, и решила вещи не забывайте. Сюда забирайте. Ты не спеши. Не спеши, давай потихонечку. Все, умничка. Выздоравливай. Всего хорошего. Вся патология опорно-двигательного аппарата у детей наши травматологи-ортопеды умеют и готовы с этим работать. К нам направляют ревматологи, к нам направляют онкологи, к нам направляют хирурги, к нам направляют невропатологи. С детьми сложнее. То есть детей, как у нас, все боятся. Вот, они не слушаются, балуются, не соблюдают режимы. Это особый подход к детям, отдельно к их родителям, а самая отдельная категория их бабушки и дедушки. Ну, а дети должны доктора бояться, уважать, Уважать. или любить. Уважать, наверное. Любить. Сложно, чтобы любили, когда, ну, в нашей, по крайней мере, специальности, да, когда, ну, сломана рука, нога, там, да, то есть больше здесь врач должен быть, с одной стороны, и добрым, улыбчивым, с другой стороны, строгим, да, потому что тут нужно все на контрастах. Вот, если будешь слишком добрым, значит, ни о каком соблюдении режима речи не будет идти. Боли в ноге у нее не было. Оно у нее не болело. И не болит сейчас. У нее была хромота. Это только мое наблюдение. На это никто не обратил внимания, кроме меня. Ну, как бы больше кто обратит, кроме мамы. Просто я смотрю, что вот как-то у нее изменилась походка. При ходьбе не совсем видно, а вот если бежать начинает, то прям заметно вообще. Как бы как утиная чуть-чуть, походочка такая. Меня это начало напрягать. Я думаю, может при падении что-то где-то защемилось, там, где-то что-то как вправить надо или еще что-то. Мы еще на физкультуру ходили все это время.
Это вообще сейчас, вот сейчас с дрожью вспоминаю, думаю, боже, и падала, и бегала, а оказалось, что вообще шевелиться нельзя даже было. Опухоль максимально приблизилась к зоне роста. Ее нужно очень аккуратно, потому что здесь есть зона роста, за счет которой бедро растет в длину. Вот она. Нужно... То есть увеличилась сильно, да? Вот это вперед, что и вот то, что... Она увеличивается. Да. То есть она увеличивается, вы видите, да, что, в общем-то, она, кость раздута. Вот специально сделана здоровая кость. То есть мы видим, насколько раздута эта кость, ну и, в общем-то, реальные размеры этого образования на сегодняшний день. То есть в плане вот перед операцией. И вопрос по поводу состояния оставшихся стенок. Как видите, да, то есть осталось у нас буквально вот миллиметр, который будет открываться. И здесь пару миллиметров. В любой момент, то есть при нагрузке, это ломается. Это пустота. Как минимум нужно заживить рану и понять, какого характера это образование. Что варианты возможны разные. Все понятно? Вопросов нет? Да. Удачи. Спасибо. Все, тогда до завтра. До завтра. За себя не так страшно. Страшно за ребенка. Обидно за ребенка. Детки бегают, гуляют на каруселях, на качелях, на велосипедах. А мы сидим с костылями. Ограниченные во всех движениях, даже лежа. Потому что страшно, что в любой момент вот сейчас хрустнет и все. Это страшно, это обидно. Но унывать нельзя, как говорится. Как оказалось, всегда найдутся добрые люди, которые помогут. Сами не остались. Заметьте, мы не вывозим этого ребенка лечиться на территорию России, потому что здесь есть врачи, есть руки, есть умы, которые в состоянии помочь этому ребенку. Но упирается ситуация в очень дорогостоящий расходный медицинский материал, который в настоящий момент клиника не может закупить для операции. И вот здесь нужна благотворительная помощь. Здравствуйте. 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 Меня зовут Ольга Владимировна Рустамова. Спасибо вам большое. Очень приятно. Да, пожалуйста. Привет. Привет, котеночек. Как вы доехали? Скорее? Все хорошо? Не устала? Как себя чувствуешь? Хорошо. Все хорошо? Ну, вы знаете, что вы в хороших руках. Да. Вы познакомились уже с доктором, Конечно, с Евгением Владимировичем. Да. Я должна вам передать лекарственный препарат. Вы знаете, да? То, что вы нам заказывали. Давайте я немножко расскажу, что это такое. Препарат называется Цитопласт. Он замещает костную ткань. То есть после операции это будет вашей костной тканью. Таких препаратов здесь, в Донбассе нет. Он приехал к вам из Германии. Это что-то. Это огромная ответственность. Это участие. Это не равнодушие. Ну, как бы даже и не верится, что такое существует, что это возможно в принципе, что кто-то кому-то нужен в нашем современном мире. Тем более на наших территориях, где люди уже все обозлились,
каждый сам за себя, можно так сказать. Это, ну, не знаю, шикарно просто. Слов нельзя подобрать. Огромное спасибо, что никто никого не бросает, никто не отказал. Не сказали, что идите, мы подумаем, а сразу взялись и, так сказать, в оборот взяли ситуацию в свои руки. И вот результат. Вот это вот тоже пораженная кость. Мы об этом вчера говорили. То есть вот до шейки, вот до шейки, вот это вычищено. И вот до диафиза бедренной кости. То есть, в принципе, на протяжении около 10 сантиметров. Стенок фактически нет. Все плотно забили. Сейчас то, что удалено образование, оно будет отдано на гистологическое исследование. 2 недели вы здесь находитесь. Она будет получать антибактериальную терапию и перевязки. 2 недели рана заживет, швы снимем, дождемся гистологического ответа. И, в принципе, тогда будем разговаривать за выпуску. Лётик, замерзла? А что трусишься? Страшно было? Да? Ну ничего, дочечка, все будет хорошо. На Донбассе сотни детей, благодаря справедливой помощи доктора Лизы, получили необходимое лечение, лекарственные препараты. С начала работы программы статистика не велась. В 2014-2015 году задача была вывести как можно быстрее для оказания помощи ребенка. Поэтому учет никто не вел. Знаю, что Елизавета Петровна действительно вагонами вывозила, массово вывозила таких детей, нуждающихся в помощи. Сейчас, за 7 лет работы, конечно, у нас есть статистика, но она неполная без тех 2 лет. Мы знаем, что помощь получили не только дети, которые были вывезены на территорию Российской Федерации. Так, каждый год приезжают на лечение в Россию больше 100 детей. Еще около сотни детей мы обеспечиваем дорогостоящими лекарственными препаратами. Благодаря оборудованию, расходным медицинским изделиям, которые мы передаем на территорию Донбасса, еще 1000 детей получили помощь. А если ты перегораешь, как восстановить этот ресурс? Мне помогают истории спасенных детей. Когда я вижу детей, которые справились с болезнью, побороли тяжелое грозное заболевание, это дает мне силы работать дальше. Я понимаю, что я делаю важное дело, и я делаю его не зря. Вот так вот. И моя золотая покружу. Они с мамой у нас со мной самые веселые. Так же мама. Ну что ты моя хорошая? Да что ты, звездочка? А уже думала, что мы будем обижать, да? Ну что ты? Мы так 5 лет ждали самого рождения. Все хорошо, да? Хорошо же, да? Ну, когда за то, что говорит, мама, верните мне туда Вазика, потом через день уже, мама, какая красивая, моя рыбка, совсем другая, правда? Совсем другой голод, видишь? Все же у нас получилось. Красавицей вырастешь, да? Мальчишек будешь подмигивать им, да? Заманивать глазками своими. Смотри-ка, смотри-ка, ты хорошая, смотри-ка, ты чудесная. А вот огромные приходят мои дети. Огромные дети, взрослые. Да, спасибо вам огромное. Когда они у тебя на глазах вдруг становятся такими взрослыми и красивыми, однажды ты это понимаешь, ты это замечаешь неожиданно для себя. Это тоже такое открытие. Вроде бы ты привык его считать таким маленьким чижиком, а он уже вон юноша, там, на 1,5 головы выше тебя, и басом говорит. Здорово. А вот когда ты приезжаешь на Донбасс, и с интервалом 3 месяца, а иногда полгода, если почему-то не смогли прийти на встречу родители, ты видишь своих подопечных, девушек, которые вчера еще были маленькими девчонками, сопливыми, тощими, вот такими. Мальчиков, которые повзрослели, стали широкими в плечах, стали взрослыми, рассказывают о своих успехах. Они не вспоминают о своих болезнях. Ведь к нам приходят на встречи и те, кто выздоровел.
те, кто уже не лечится. И они приходят рассказать о том, как они живут. Они приходят обняться, просто посидеть рядом, на минуточку забежать, повидаться. Многие с цветами приходят, с розами. Донецк – это город роз. В Луганске тоже роз полно. И это счастье необыкновенное. Видеть своих подрастающих, взрослеющих, спасенных, родных. Необыкновенное счастье. Вот ради этого прям жить на свете хочется. Только я тебя очень прошу. Ты как вчера ездила в разъезд, ничего нифига не ела. Пожалуйста, кушай хотя бы в перерывах, ладно? Я постараюсь. Обещать ничего не буду. В отличие от некоторых, я не беременна. Так что, малышка моя, корми. Ну, посмотри, какой симпатяк. Смотри, видишь? Господи. Шевелится. Вот мы можем посчитать пальцы. Вот. Вот посмотри. Видишь? Вон две ножки, он шевелит. Ладошка его возле лица. 5 пальчиков, он машет тебе рукой. Вот. То есть все нормально? Все абсолютно нормально. Я ее в первый раз увидел очень давно, получается, до болезни. И она мне еще тогда понравилась. Но я потом уезжал, был на заработках, потом приехал. И вот встретились, получается, повторно. И как бы действительно влюбился как с первого взгляда, можно сказать. Я много друзей потеряла из-за этой болезни, потому что все думали, ну, не то, что толком не знает, да, что такое рак. И все думали, что это заразно, да? Там. Все знают, что это смертельно, но думали, что это заразно. После того, как я вернулась с Москвы, я закончила как раз-таки лечение, прошла 11 химий и много чего другого. И как бы я как раз-таки была тогда на восстановлении, то есть мне даже бывали те моменты, когда я вот просто могла встать, да, у меня загружится голова, я могла упасть. Но благо он это замечал, и он постоянно был рядом. Мне было страшно, действительно.
Я очень переживал по всем вопросам, даже можно сказать. Боялся, что что-то я сделаю, тоже обижу, чем-то не так. Даже те же самыми словами тоже обидеть боялся, чтобы ей плохо не стало, чтобы она лишний раз не понервничала. Вот. Когда она звонила ночами, там, вдруг там, голова заболела или нога, я очень сильно за это переживал. Сразу спрашивал, там, может, в больницу сразу ехать или так далее, врача вызвать. Все нормально, слава богу, обошлось, и я рад за это. Когда компьютерную томографию делали, я ехал, получается, меня не было рядом с ней. Она позвонила мне по WhatsApp и сообщила, что компьютерная томография показала, что метастаз нету. Я в маршрутке заплакал. И часа 3, наверное, приходил в себя на работе еще от того, что у меня шок был. Я безумно был рад. Я безумно, боялась, что если я забеременею, то со мной что-то случится. Вот. И я когда узнала то, что вот я беременна уже, это 100%, я уже начала задумываться, то, что уже, знаешь, будет что будет. Потому что это маленькая жизнь, и это как-никак продолжение меня, в конце концов. Даже ему говорила то же самое. Говорю, я бы предупреждала, говорю, если со мной что-то вдруг случится, говорю, что-то пойдет не так, и это будет частичка меня рядом. И с ней все будет в порядке, и с ребенком все будет в порядке. Да. Скажи, папуля. Привет, папуля. Посмотри. Вот у нас красавчик. Егорушка. Маленький, сладенький. Да? Чувствую себя хорошо. Доктор написал сегодня то, что можно приступать на ногу. Сейчас я это покажу. Всем привет, у нас все хорошо. Мы готовимся к зиме, я хожу в школу. После школы гуляю с подругами и с папой, и с мамой. Потом мы идем в магазин, и после магазина мы идем домой. Дома я делаю уроки, и сейчас у нас в школе дистанционное обучение. И все. И все. И все. И все. Послезавтра я уже отправляюсь домой, потому что отпускают. Говорят, хватит тебе здесь сидеть, иди отсюда. В общем-то, самочувствие сегодня, на удивление, хорошее. Вчера было не очень, потому что немножечко упало давление. А так, все хорошо. Дергаются? Ну давай подымай, все, подымай. Сюда их давай. О, куда ж ты так их вытянул? Что будем, выпускать их? Да, они маленькие. Давай выпустим.
Дом мой ясный, родной, ой, забрали высоко, ой, забрали, оставив лишь камни над рекой, ой, забрали, оставив лишь камни над рекой. Помни шепот шерстяной, теплый, теплый и родной, как обнимала, обнимала каждую ночь мама, сына и дочь. Завязала на судьбу. Эй, шар земной, где мой угол, где угол мой, где я свой, а не чужой, где мой город, где мой покой. Эй, шар земной, я из дома иду домой, я из дома иду домой. Эй, шар земной, эй, шар земной, эй, шар земной. Дом наш ясный, дом наш родной, ой, вспоминаем каждый год, родных оставив так далеко, мы в путь отважный бежим легко, но так скучаем и заменяем каждую ночь маму, сына и дочь. Тука-тука, тука-тука, завязала на судьбу.